Дорогие подписчики, вот, смотрите, какая женщина. Боже мой. Да, это та же Галина, которая шьет, которая вяжет, которая рисует, и которая просто прекрасная, красивая женщина, которой 75 лет. Попробуйте так вот Да выглядеть. нет, у меня еще 75. У меня только через полгода будет. Да. Но я всегда тоже говорю, уже почти 75. Почти 75. И вот смотрите, как она готовилась к нам на съемку. Смотрите. Вот это я платье... об этом хотела сказать. Скажи. Я, наверное, знаете что, все-таки коснусь чуть-чуть этой темы. Я не очень люблю себя где-то выпячивать, но Виктория в прошлый раз меня так профессионально развела на откровенность. Да? Да, дорогая моя. То есть у меня есть такая способность, да? Да как же? А потому что я сама очень искренняя. Ну, давай. Ну вот. И знаете, было почти 500 комментариев, я потом перестала следить. И всего 2 из них было негативных. Но я так заволновалась, она меня успокоила, говорит, это должно быть, люди все разные. А я себе сегодня иду навстречу и себе говорю, я так хочу, ну не то чтобы я вам хочу нравиться, но я готовлюсь, я волнуюсь. Я вот тебе платьишко пошила. Вчера до поздней ночи я себе цветочек делала, чтобы вам было приятно на меня посмотреть. Очень приятно. Очень. Вот. И поэтому, а когда человек старается, ну, даже 2 негативных меня ранили, честное слово. Но я теперь, у меня вышел новый закон, я блокирую рептилоидов, так что, да, с 1 сентября у меня новый закон, рептилоиды, либо вы себя тихо ведите, либо пишите что-то, какие-то конструктивные там комментарии, даже если критика, она может быть конструктивная, потому что, ну, вот новый закон вышел, значит. В моем блоге. Да, ты такую интересную еще штучку сделала, как так закрепила? Смотри, я, значит, это крылышко, я его вот прям вот так выше делала и потихоньку убавляла, пока мне самой не понравится. Я вообще как бы такой ненормальный человек, я прям во все вкладываю свою душу. Просто шикарно. И сумочку, да, Галь? Да, и сумочку. Из всех остаточков еще и сумочку. Укрепленное дно. Да. Это что-то еще... Это так, просто. Да, для завершения, для понтов. Ёлки-палки. И я сегодня ее как встретила, думаю, ну, стою вот такая. Хотя я тоже, это я связала. Ну, ты знаешь, да, что? Да, молодец. Да. Молодец. И я такая, думаю, тоже оденусь в свое вязаное, потому что она так всегда элегантно выглядит. Я думаю, ну, я тоже оденусь. И она как вышла, я вот так вот свои линзы быстро сфокусировала. Думаю, вот это да, вот это актриса у нас. Слушай, а ты берешь заказы вообще? После одного случая, когда меня прям сильно ранили, я, так наверное, рептилоиды в прошлый раз это да? рассказывала, скорее всего. Просто попала такая женщина, она придет на примерку, а у меня уже все готово, мне только подол подшить. Она говорит, а можно вот тут 2 миллиметра убрать? Я потом с нашими профессионалами, наверное, многие знают Антонину, потому что и Риту, они прям от Бога. Потому что мне это платье, сшитое за копейки по тем временам, я его переделывала столько, что я себе сказала, я не хочу брать заказы. Я не хочу. Я хочу баловать себя, я хочу поднимать себе настроение. Но, тем не менее, все-таки немного я шью. Последняя моя работа была... для нашего знаменитого фотографа Светланы, она даже меня в Инстаграм отметила, что это наша совместная работа. Вот тут я прямо на подъеме. Потом, когда она мне прислала эту фотосессию, боже мой, она, конечно, огромный талант. Ну, я капельку капнула своего. Да ты что. Знаете, у Галины такая восхитительная энергетика, я прям возле тебя балдею. Ой, знаете, я тут недавно создала новый рецепт счастья. Хочешь, поделюсь? Да. Надо убрать из своей жизни кобелей. У меня нету. Да, ну, это я так вообще всем говорю. Сейчас плохое слово скажу, но надо. Блядей.
Не-не, ну Галя не любит, когда я матерюсь, но я тоже не люблю, но я другого слова не знаю. Блядей, это такое состояние человека, это могут быть и мужчины, и женщины. Ну и всех вот этих токсов убрать и все, и жизнь прекрасная. Согласна со мной? Да. Оставить свое любимое дело, Да. и все, и вперед. Поэтому, когда я 8,5 лет назад сюда приехала, я прям очень быстро, у меня как-то все отфильтровались. Давай чай, давай сюда. Давай. Ой, thank you so much. Супер. Так я и знала, что будет начинать. Yes. Угу. Шокран Шокран. виден, thank you. Что ты говоришь, что пакетик будет, да? Нет, ну просто... Ну тут у нас мало где Мгм. делают такие, как вот черные, листовые. Тут у них не модно. Они не очень такие чаи. запаривает. Да, они вот обычный чай Нет, ну пьют, в семьях-то они пьют хороший чай. привозят, да? Почему он продается? Я наоборот, когда я еще ездила туристом, я наоборот увозила в Россию их рассыпной чай. Где его можно купить? Везде, ну во всех, Не, ну как? во всех магазинах. Не-не. Он в пачке рассыпной. Желтый? Да. Вот этой С желтой девочкой, да. Аруса или Аруса, как-то, да? реклама чая только что Да. была. Но он то есть- реально Да? вкусный. Реально. На самый взыскательный вкус. Знаете, у меня один раз было какое-то такое тоскливое настроение, и я пошла, можете воспользоваться лайфхаком, я пошла в одно кафе и говорю, слушай, ну там у него мальчик, там у молодого человека такие глазки были красивые, и я говорю, слушай, ты можешь мне сделать кофе с любовью? Он говорит, с любовью? Я говорю, ну как вот себе, с любовью, не обычный, как всем, а с любовью. Он говорит, хорошо. Я, значит, прихожу, сажусь пить чай. Ой, кофе. Там, наверное, было 8 ложек сахара. Я не знаю, сколько он наколотил, но я это глотнула, понятно, потому что, ну что я должна делать, плевать или что? А потом, ну как бы, знаешь, подождала, когда все в это самое, ну, остынет, и я вылила в мусорный, как бы, в мусорную коробку, там было много бумажек, и я ему принесла. Я говорю, ты знаешь, я с такой любовью еще не пила это самое, да, кофе. То есть вот и такие моменты смешные. Он же это делал искренне, может, Конечно. он же так пил, может. Думаю, сейчас сахара будет много, энергии будет много, и все хорошо, правда, да? Так что вот можете воспользоваться лайфхаком. Я с сахаром тоже перебираю. Я не до 8, конечно, ложек. Ну вот на такую 2,5 я положу. Да? Да. Ой, Галочка. Мы иногда с Галочкой встречаемся на пляже. Ой, кстати, расскажу один случай. Я заказываю воду, и я платила в магазине, где я заказываю воду, карточкой. Ага. Пришла домой, и я поняла, что у меня нету налички. Ага. Я так уже прилегла, там что-то монтирую, и они мне пишут, через полчаса мы приедем. И у меня нет налички. Что я делаю? Я иду в аптеку, как лохопед, стою, жду людей, чтобы расплатиться за них карточкой, они мне дадут наличку. Да. Я приготовила наличку, ну и дала им там каждому 50 фунтов. Там вода стоит 200 фунтов, но они мне ее несут, понимаешь, 5 бутылок вот этих больших. Да. И вот кто бы из вас так сделал? И у меня нет такого, чтобы принесли мне заказ еды или с Амазонки, с Амазона. да, с Амазона, и чтобы я не оставила деньги, понимаете? Нет, ну в Египте принято. Вот в России это не настолько распространено. Но в Египте принято, даже среди египтян. Да, но не все наши Я дают несколько раз, чаевые. да, наши, да. Но я несколько раз видела такое, что едешь, допустим, в Басике, нужно заплатить 4 фунта, а они дают 5, и человек довольно скромно одетый, он не в такси, то есть он не сорит деньгами, и он не берет у водителя сдачу. Да, это да, уважение. Да. И еще сказать про уважение. Обращала внимание, как часто они говорят Хабиби. Абаша. Абаша. Абаша – это уважаемый. Да, То есть они водителю скажут Шокран Абаша, Да. самому низшему сословию они скажут уважаемый. Да. Мне это очень в Египте нравится. А я, знаешь, я к ним обращаюсь, мистер. Один раз со мной идет приятельница, говорит, Виктория, я поняла, почему с тобой все уборщики города здороваются. Потому что ты ему сказала Господином называешь его. Да, я говорю, ты сказала один раз мистер, ну, типа, там я им иногда чаевые даю, вот эти зеленые коробки от Кепка. Кепка, да, Кепка.
И я с ними здороваюсь, good morning, мистер. И он говорит, ты вот так скажешь, мистер, и им никто так не говорит. И они тебя запоминают, а ты потом уже их не помнишь, а они здороваются. Я везде, в автолайне, в этом кричу мистер, мистер. Ну кто так еще их называет, как я? Вот мистер с любовью. Понимаете? Ну никто. А я это делаю действительно с уважением. Ну кто ж к тебе бы после 2 негативных отзывов пришел второй раз, если бы ты не была таким приятным человеком? Да. Я же тебе сегодня сказала, кто будет завидовать, негатив писать всяким неудачникам? Пишут преуспевающим. Да. Поэтому это надо себя правильно чувствовать в этой ситуации. Правильно чувствовать, точно. У тебя такие очки красивые. У меня была одна женщина, Дай померю. начальница не одна идет. была. Вау! И она всегда, у нее такая поговорка была, ей скажешь, Анна Александровна, какая у вас ручка красивая. По хозяйке. И я-то у нее переняла. По хозяйке. Да. Слушай, это, знаете, я Галину вытаскивала, между прочим, 2 месяца. Говорю, давай встретимся. Она мне пишет, то там с детками сижу, то там уже где-то в гостях. Помогаю. То плаваю, то там платье перешиваю. Да. Вот люди, когда все умеют, они вот такие, они просто нереальные. Вообще, Понимаешь, кто ведь... Вот я прожила 26 лет со свекром и со свекровью. И я еще вот так тесно общаясь, я много для себя сделала выводов. И я, допустим, один из выводов был такой, я еще молодая была, вот она часик поделает, полчасика полежит, часик поделает, полчасика полежит. Да. И я говорю, и дожила она до 90 лет. И я говорю, секрет молодости у каждого свой. У меня секрет молодости – помогать, если ты можешь. Все бегом, много успевать, много хотеть, чтобы все исполнялось. У каждого свой секрет. Да. Кто как хочет, кому как комфортно. Да. Мне комфортно в кипише. Да. Вот видишь, я обдумывала, о чем я буду говорить. А у нас это наша беседа, она как реченька, она льется себе, льется. И то, что я хотела сказать, я понимаю, что, может быть, вот это как раз, оно актуальнее, оно более как бы, оно натурально. Оно не происходит там как-то обдуманно, по плану. Оно вот как идет, так идет. Да. Вот наша, во всяком случае, наша вторая встреча, она вот такая, она естественная, натурель. Да. Я была у Галины в гостях, она мне подарила кактус. Ой, не кактус, а алоэ. Она его все время кактусом. Да. И вы знаете, дорогие подписчики, единственное, что у меня растет, это алоэ, больше ничего. Этот у меня был пальма такая, я себе купила. И, в общем, я же так ухаживаю сильно, что я ее залила. И она высохла. Еще есть секрет. Да? Договори, я потом. Умерла просто смертью залитых в воде. Смотри, какой есть секрет. Это мне сказали в России. Мы приходим вот в цветочные магазины, да? Да. И они же там шикарные. Даже те, которые в земле, они шикарные. И мне сказали, что ты от них хочешь? Это растения, наркоманы. Их приносишь домой, и они там месяц, и как бы ты, какую бы ты душу в них не вкладывала, они все равно вянут. А почему? Так потому что их там подкармливают тем, чем они никогда с тобой не поделятся, чем они подкармливают. Да ты что? Потому и говорят растения-наркоманы. Поэтому у меня вот... Виктория видела, какой у меня огромный щучий хвост. Я уже рассадила на 2 горшка, и они все равно... Чем ты подкармливаешь? Я его нашла выброшенным на улицу. Кто-то у египтян есть такая манера с балкона выкинуть. Да, прям? Я иду, и прям под ногами он валяется, уже подсохшие корни. Я его забрала, поскольку я не отдала бешеные деньги. Я себе сказала, выхожу, значит выхожу. И я выходила, и у меня сейчас этот щучий хвост огромный-огромный. Просто водой поливаешь, да? Да. Можно с просроченными таблетками. Какими? Любыми. Растворила в воде таблеточку. Вот я как-то очень давно... Медицинскими?
Очень ты давно что? женщина у меня попросила, я была в России, привезите, пожалуйста, цитрамон, умираю, голова болит. Я привезла, она у меня его не забрала. А я не пью цитрамон, да и голова-то у меня не сильно болит. Да, хорошая женщина. Вот. И, естественно, он просрочен. И вот я сейчас нет-нет, таблеточку растворю. Ну, может, это происходит там в 2-3 месяца раз. Просто надо же вспомнить еще об этом. А если это не на глазах, вот по поводу, что на глазах, Да. я над собой тоже Мгм. прикалываюсь. Ах, вот это не забыть, положу себе на глаза. Вот это не забыть, положу на глаза. Потом в итоге через неделю начинаешь прибираться, и все это снова убираешь, потому что ты уже на глазах оставил так много. Ой, еще я вот хочу сказать, что, конечно, те, кто живет в Египте и говорит про Египет плохо, вот я это никак не приму. Как можно, допустим, а зачем, сразу вопрос, а зачем ты тут живешь? Ну, кто ж тебя тут держит? Если ты ответишь море там, свежие овощи, фрукты, ну, так ты вот за это цени. А почему ты видишь негатив? Да. Так что мы тут те, которые любим. Да, слушай, можно мне попросить маленький алоэ? Скажу, что я вот это самое. Дадут? Дадут? Я тебе дам сколько хочешь. Да? Так нет, так это же, смотри, сколько у них, скоро не будет помещаться. Ничего не рассадят. Рассадят? Купят Да? горшки, Да, рассадят. ну да. Mister, how often you give water to aloe? Every day? Give water. Every day, but Every- from 4 o'clock to 5 o'clock. 4 Now часа. it's very А, Every day. Смотри, каждый день ну, поливают. я тоже. Я тоже. Что, алоэ можно каждый день поливать? Я смотрю на землю. Это же много зависит. Много у тебя земли? Сохраняет она еще влажность? Или нет, да? Да, или она уже пересохшаяся трещина. Все, я поняла. Надо же. Ну так вот, дорогие подписчики, кроме алоэ у меня ничего не растет. И Маркус так радуется. Маленькие у нас пошли детки. Маркус говорит, ой, Ага. малышони. И каждый день смотрит, вот как они растут. Так что вот такие у нас тут дела. Ой, что-то хочу себе новое связать. У меня, когда осень, у меня начинает чесаться руки, я хочу вязать. Я коллекционирую спицы, мои дорогие подписчики, так что вот Татьяна Веселухина подарила мне спицы полгода назад. И я вяжу, и каждый день ее вспоминаю. Вот вяжу и думаю, Таня Веселухина, с Кирова, по-моему, она, спасибо вам большое, вот ну прям не могу. Прям, так что мне очень выгодно дарить, потому что я вас всегда буду помнить и благодарить, и вот вы тут, возле сердца. Вот. Я, кстати, тоже очень часто об этом думаю. Все, кто что-нибудь мне дал, я рассказывала, мне даже кажется, что я на прошлой программе рассказывала, вот у меня баночка есть, мне сестра подарила в 91 году, когда я поехала в Египет. Я говорю, я хочу, чтобы она и в Египте со мной рядом была. И вот такие вот вещи, скажи, магнитики там, кто да. какие привозил из России, там, из других стран. Да, Надо да. обязательно маленькие подарки делать друг Правда? другу. Это тебе... Ёлки-палки, она еще нашила этот. Это твоя фирма, типа, да? Нет, к сожалению, Просто. нет. Это сложно, наверное, в Египте заказать. В России, да. я думаю, Супер. можно. А так Да, это очень сложно красиво. заказать. Галя, смотри, вон мужчина какой интересный. Давай иди знакомься. Бутылочка у О, ёлки-палки. Салям алейкум, Хабиб. Давай поздоровайся. Как я вот за ручку поздоровалась. Вот так вот, да? О, мы к мужчинам пристаем. Вот таким вот. Смотри, череп внизу, ты поняла, какой брутальный? Да что ты? Ёлки-палки. Как надо. Вот тебе такой брутальный и подходит. Ну, отлично. А это один из самых красивых районов Хургады. Набережная Марина. Вечером здесь необыкновенно красиво.
Мы с Галочкой пришли в школу. Галочка, смотри, видишь, сейчас вон туда зайдем. Вот это международная школа Modern Egyptian School. Сейчас вам покажу. Интересно, Галь? Да. Ну идем. Я первый раз. Да? Идем. Галина обалдела, сколько здесь художников, да, Галь? Смотри, смотри. Да, здесь рисуют, выставляют. Великолепная школа. Modern Egyptian School. Сейчас сделаю рекламу, и не будет места. Мне кажется, тут уже нет места. Очень чистая, очень ухоженная. Хорошие учителя, так что, пожалуйста. Сегодня Галочку пригласила с собой. Говорю, Галочка, пойдем посмотришь. Ну что ж, на сегодня все. Напомню вам, что на моем канале вы можете заказать рекламу вашего бизнеса. Мой канал смотрят в 20 разных странах, и перевод осуществлен на 12 разных языков. Все координаты вы найдете под видео. Подписывайтесь на мой канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И до скорых встреч. Пока-пока. Bye.